Вы на канале «Шахматы» с Владимиром Беловым, и сегодня мы поговорим с вами о красоте в шахматах. Всем привет! Показывать шахматную красоту – это кайф. И я с вами поделюсь 5 классными примерами. Начнем. Суперизвестная партия «Стенец Борделебен», она идет во всех шахматных школьных программах. Ее можно увидеть и в кинофильмах, и где угодно. Стенец создал свою бессмертную партию, а мы ее сейчас посмотрим. Ладья бьет Е7 шах. Здесь, если бить ферзем, тогда белые съедают на c8, там все просто. Если бить королем, то чуть посложнее, я не буду показывать, но после хода ферзь b4 белые матуют. Самый смак начался после отхода черного короля. После хода король f8 возникла удивительная позиция, где висят все белые фигуры. Посмотрите, и ферзь на g4, и ладья на e7, на c1, конь на g5, и также висит мат в один ход. Можно растеряться. Но Стенец продолжил шаховать, сделал сильный ход, ладья f7 шах. Король g8, опять все висит. Что делать? Ладья g7 шах. Очень красивый ход, очень красивый удар. Ладья по-прежнему пристает к черному королю и приходится отходить. Здесь, кстати, уходить на поле f8 невозможно, из-за конь бьет h7 шаха, король g7 и ферзь бьет d7, и белые легко выигрывают. Поэтому король h8 ушел. Ладья бьет h7. Ладья продолжает бороздить седьмую горизонталь. Король g8 и ладья g7. Опять шах. Здесь соперник Стенца Борделебен все понял, встал и ушел из зала. Стенцу пришлось показывать зрителям, как могла бы закончиться партия. Итак, на король h8 последовал бы ферзь h4, король бьет g7, ферзь h7, король f8, шах. Сюда, здесь ферзь подходит к королю лесенка, ферзь g7 шах, король e8, ферзь g8, король e7, ферзь f7, король d8, ферзь f8, король e8, конь f7, король d7, ферзь d6. Такой красивый форсированный вариант. Красивая победа. Эта партия называется бессмертной. Идем дальше. Следующий пример более современен. Это партия между Шортом, Тимманом, сыгранная в 1991 году. Как-то в интервью Найджел Шорт сказал, что, скорее всего, когда он умрет, на его могиле будет именно эта партия выгравирована. И это неспроста, потому что этот пример самый запоминающийся в его творчестве, хотя ярких партий он сыграл немало. Что мы видим на этой позиции? Черным здесь некуда ходить уже, белые доминируют по всей доске, но выиграть очень непросто. Например, продвижение g4 невозможно, потому что висит конь. Как дальше усилить? И в бой вступает белый король внезапно. Король g3. Может быть, здесь Тимман понял, к чему дело идет, может быть нет, но уже здесь поздно. Кстати, ферзь не может ходить. Если ферзь бьет пешку, например, то тогда подключается белый конь, и белые очень быстро матуют. Тимман здесь сделал ход ладья c8, король f4. Слон c8, король g5. Вот такой вот марш-бросок белого короля. Куда идет король? Большой секрет, большой секрет, большой секрет, большой секрет. Большой секрет. И голландский гроссмейстер признал свое поражение, поскольку после взятия ладьи следует ход король h6 и мат на g7. Нечасто мы видим, как король при полной доске фигур идет в бой и побеждает. Следующий пример. Следующий пример уже менее известен. Это партия между шахматистами Парага и Дебашес. И здесь мне больше даже понравился не каскад жертв, которые белые нанесли, а то, что осталось за кулисами. Давайте посмотрим. Вот такая вот острая позиция у нас на доске. Белые сыграли конь h7, отдали коня, слон h7, потом ладья бьет g7, король g7. Поймали такое вдохновение, отдают все свои фигуры, слон h6. Ну, не просто так, конечно, отдают. Король бьет h6, приходится там бить. И вот тут вот первый удивительный момент. Белые здесь взяли пешку на f7 слоном, но они могли пойти ладья g1. Смотрите, после хода ладья g1 кажется, что слон белых сейчас отскочит с поля h5 и будет мат в один ход. Как от него защищаться? Когда я задаю этот пример ученикам, здесь самый распространенный ответ – это ход ладья e1 шах. Вот, смотрите, ладья e1, обычно я знаю, ладья e1, но после шаха ладьей следует слон d1, мат.
Поэтому это не работает. И здесь черные бы сыграли, надеюсь, сыграли самый красивый ход, который я видел в шахматах. Это ход ферзь g4. Ферзь идет под бой всех белых фигур. И это не какой-то жест отчаяния, а это сильный ход, обеспечивающий черным хорошую игру. Давайте посмотрим, почему. Если бить пешкой, тогда король сбегает на g7 спокойно. Если бить ферзем, тогда у черных есть отличный ход ладья g8, и мы съедаем ладью, здесь выигрываем. Если бить слоном, тогда мы успеваем королем сбежать. Кстати, здесь за ферзя очень много фигур, поэтому можем себе позволить отдать самую сильную фигуру. Ну, дальше слон загораживается от шахов. Где-то тут примерно равная борьба. Ну, а если последний вариант, если бить этого ферзя ладьей, то получается красивый мат в обратную сторону. Ладья e1 шах. Тут уже слон перекрыться, мы видим, не может. И на король d2 следует слон b4 мат. Вот такой вот красивый вариант. Но это еще не все. После хода слон f7 последовал король g7, и белые дали шах ладья g1. После чего черные здесь взяли этого слона и получили форсированный мат, так как защиты от него уже как будто бы и не было. Однако черных здесь выручает опять потрясающий эффектный ход. Кто здесь виноват во всех бедах? Конечно же, черный ферзь. И его надо просто отдать. И правильным ходом здесь был бы ход ферзь g4. Мы просто подставляем ферзя, теперь уже не под все фигуры, но тоже под пешку, ладью и ферзя. И кажется, что это опять же какой-то нелепый ход, но после этого хода у черных даже небольшое преимущество. А смысл этого хода в том, что у короля будет убежище на поле d7. Например, ферзь g4, ладья съедает, король съедает слона, ферзь бьет h7, король e6. И вот если бы не было этого убежища, а стоял бы там ферзь, то белые здесь матовали бы. А теперь король черных сбегает, а за ферзя у черных много фигур. Мы видим, что потом конь придет на d5, ладья с a8 подключится, и тут даже черные играют на победу. Очень красивый такой дуплет. Замечательно, поразительно, гениально. Ход ферзь g4 эффектный и как будто даже не из реальной партии. Переходим к следующему примеру. На доске эндшпиль. В эндшпиле тоже много красоты, что доказывает нам следующая партия между Топаловым и Алексеем Шировым. Разноцветное окончание, у черных две лишних пешки, но мы знаем, что в разноцвете много ничейных тенденций и выиграть непросто. Например, давайте я вот попробую побежать королем. Король d6, король f2, восклицательный знак, король c5, король e3. Король мешает королю черным. На ход король c4 просто можем забрать пешку и выставляем такой барьер. Белый король не пускает своего черного коллегу. Пешка может дойти до поля a2, но усилить свою позицию черные не смогут. На ход король c4 мы всегда будем отвечать король e3. Так короли будут бегать друг за другом, а белопольный слон черных ничем помочь не может. И кажется, что это ничья. Если идти в другую сторону, слон e4, давайте вот я сделаю ход. Тогда белые сыграют g3, король f5, король f2. Тоже белые успевают поставить барьер и сделать ничью, поскольку нет важного хода король e4. На Алексея Широва взошло вдохновение, и он поднял один из самых эффектнейших ходов в шахматах. Слон h3. Ну, когда я первый раз увидел, я не понял, что происходит. Слон встает просто под бой. Даже не за пешку, в эндшпиле. То есть кажется, что это вот не донесли мышку, случайно ее остановили, вот такие вот, такой маус-слип в шахматах по интернету, но на самом деле это ход потрясающий и единственный выигрывающий ход. После хода слон h3 белым приходится бить этого слона. На ход король f2 мы делаем ход королем вперед, потом отдаем его и прорываемся на e4, будет то же самое. Бьем слона. В чем выгода отдачи слона? А в том, что теперь король проникает на поле e4. Таким вот
путем. Король f5, король f2, король e4. Здесь, конечно, надо точно посчитать варианты, потому что будет немножко нелепо отдать слона и потом еще и проиграть партию. Король e4. Если здесь не запирать пешку на f6, у нас пойдут 3 проходные, ну, например, король e2, там f5. 3 проходные прям пройдут, не заметив сопротивления белых. Поэтому, конечно, слон бьет f6 важный ход. d4. Здесь белые должны бежать за пешкой проходной ходом слон e7. Важный ход король d3. И нельзя избежать следующей конструкции. Черные ставят короля на c2 и ведут за ручку пешку в ферзи. Например, слон c5, король c4. Очень важный тоже момент. Слон e7 и король b3. Вовсе не с идеей a3. А с идеей на король e2 сделать ход король c2, и наша пешка d беспрепятственно проходит ферзи. Слон не может помешать, потому что он занят пешкой а. Ну, я, к примеру, покажу. Так. А3 отвлекаем слона, и после взятия проводим ферзя, легко выигрываем. Веселин Топалов сдался, но я думаю, не так обидно проиграть такую партию. Переходим к последнему примеру. Партия между Майклом Адамсом и Петром Свидлером не содержит в себе вот таких красот, которых мы видели вот в предыдущих примерах. Однако для меня это один из самых удивительных ходов в шахматах. Позиция с разносторонними рокировками, где белые атакуют на королевском, черные атакуют на ферзевом. Кажется, что надо как можно быстрее надвигать пешки, вскрывать линии у соперника. Но вместо хода а5 или ладья c8 Петр Свидлер внезапно делает ход от собственного короля. Последовал ход h6. Гениальный ход. Если углубиться в позицию, то выясняется, что вскрытие линии g не так уж и страшно. Король уходит на h8, а черные выпускают слона на f6 и не только защищают свою позицию, но еще и ставит проблемы сопернику, потому что по этой диагонали можно соорудить какие-то угрозы королю белых. Вот ход а6 один из самых удивительных, которых я видел в шахматах. Ну, на g6 последует f5. В партии было взятие, f5, ферзь e5. Партию, кстати, даже черные не выиграли, она закончилась ничьей. Хотя уже у черных тут была инициатива, ферзь на e5 очень сильный, слон на f6 выходит, король на h8 прячется. Но, тем не менее, ход а6 я бы внес в свой топ-5 красивых ходов. Конечно, это была лишь малая часть той красоты, которая есть в шахматах. Если у вас есть свои какие-то отличные примеры, пишите их в комментариях. Я с любопытством и с удовольствием их посмотрю. Увидимся на нашем канале. До встречи!